Мы потратили все деньги на этот дом. С этого дома их хотят выгнать на улицу, который мои дети купили за 200 тысяч. Так, может быть, эта пьянчуга-то увидела, что дом, Вот который послушай. стоял без окон, без дверей, вдруг стал дворцом. Она на да. каком основании на него претендует? Подделали документы. Кто? Нотариус. И что ты болтаешь про меня? Это ты Какая я болтаешь. пьянчуга? А документы какие-то были на дом? Вот в том-то и дело, документов никаких не давали. Вот за сколько вы готовы продать? За 500. Губа не треснет. Я вот этот дом у вас покупал. Чё ты А мне что вы тыкаешь? сразу наезжаете на мою тещу? У меня Ну, 10 а лет почему был, 7 без лет уже у документов Сергея. нельзя? Почему без документов? За 30 купил там и за 200 продал. Инфляция? Сейчас будет сюрприз, поскольку мы нашли автора автографа документа о праве собственности на землю. Давайте его позовем. Добрый день. История одна, а вот версий этой истории несколько. Кто-то абсолютно точно врет. Вот кто? Осталось выяснить, кто. Сегодня в нашей студии Надежда Федий. Надежда Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? Рассказывайте. У нас случилось. Мою дочь инвалида детства хотят ее мужа и ребенка хотят выселить на улицу с их собственного дома и оставить их без жилья. Как это возможно? Вот и я хочу вас спросить, как это возможно? Что случилось? Ну, что случилось? Они с маленьким ребенком вот эту развалюшку купили. Я и не знала, что они ее такую рухлядь-то купили. Там вот, знаете, трактор бы подогнать и сдвинуть. Ни окон, ни дверей, ни крыши, ни полов, ничего не было. Но он, Сережа, он труженик. Весь этот дом он отремонтировал. Выложил колодец, пробурил воду. Ох, ничего Из себе. кирпича пробурил там от колодца, вот, наверное, как вот от кресла до этого, вот, копать надо. Он вручную все копал, все выкопал, провел воду в дом, провел свет в дом, провел отопление, сделали они, отопление со света, канализацию тут сделал, обмазал все эти потолки, крышу всю покрыл. Тут объявляется Куразова или Курганова она, у ней 100 фамилий, гулящая женщина, которая всю жизнь пропила, и за детьми, у ней 5 детей, и за детьми она не смотрела. Один сын у ней в тюрьме сидел, а эти тоже отрепыши были, грязные ходили. Ну, вообще не следил, пила. Вот этот дом, вот, который мои дети купили, был куплен Курганову Федору. Федора посадили, а Федор или мать пустила второго сына пожить. Но дом был без документов. Ни у тех, ни у этих, ни у кого не было документов. Так, то есть Федора посадили в тюрьму. Да, Пока он был в тюрьме, в этот дом въехал его родной брат. да. А вот эта вот пьянчуга, у которой 5 детей, Да, да. это жена кого? Геннадия вот самого. Вот этого да. Геннадия, Да. который подселился в дом, пока Да, брат да, был да, в тюрьме. Да. А ваши-то у кого его купили, этот дом? Когда умер Геннадий, Федор пришел с тюрьмы и продал этот дом Мокрову. Кто-то говорит за 15, кто-то не знаю. А Мокров уже продал нашим за 200 тысяч этот дом. Там ни окон, ни дверей. Подождите, а они продавали друг другу дом-то, не имея документов на дом, что ли? Ну, да. Слушайте, а где ваши-то 200 тысяч взяли уж, простите меня? У меня дочь, как инвалид, я ей откладывала денежки, говорю. Пенсию ее по инвалидности, Да, что и ли? свои, и пенсию, когда я работала, или мы с мужем. Вы ей копили. Мы ей копили. Говорю, вдруг что случится? Она инвалид, останется одна. Что будет делать? А вы, простите, пожалуйста, у нее инвалидность какая? Она инвалид детства, у нее ДЦП и сахарный диабет у нее. А, понятно. А у Сергея есть инвалидность? У Сергея нет. Его мама не оформила ему инвалидность, а ему надо. Ему давали инвалидность. Какую?
Ну, у него как умственно отсталый. Мгм. Слушайте, так может быть это пьянчуга-то, про которую вы... Ну, вы сами ее так назвали, это да, не я да, так да, называю. пьянчур. А ее вся деревня ее так Вот. зовет. Так может быть она-то увидела, что дом, Вот который послушай. стоял без окон, без дверей, вдруг стал дворцом и А? решила на него претендовать. Да, А да, она на да. каком основании на него претендует? Потому что ей подделали документы. Кто? Кто? Нотариус. Какие документы? Это же важно знать. На на дом, А дарственную на от кого? землю. Подождите, кто ей Ну, этот как дом будто подарил? Геннадий, ее муж оставил какое он наследство. отношение? Так а Геннадий же никакого отношения к этому дому не имел. А я откуда знаю, почему вот она ей так сделала? Будем разбираться, а пока давайте познакомимся с семьей вашей дочери. Вы к ним в гости приехали и нас с собой взяли. Я ездию сюда к дочери каждый месяц, продукты вожу, я им материально помогаю, и внуку также все покупаю. Вот купили вот эту землянку за 200 тысяч они. Я даже знать не знала. Можно? Здравствуйте. Чего не встречаете тещу-то? Идем, бабу, поцелуй. Айда, баба, не хочет баба. Настроение. Целуй, бабу. Целуй. Вот моя семья, вот зять мой, вот моя дочь, вот мой внук. Дочка болеет сахарным диабетом вдобавок, и ДЦП у нее с детства. Как получаю лекарства, еду к ним. Вот Максимке тут сарделечки, рыбка там, печенье, Максим. Вот сколько этих документов мы уже вот за год. Основной документ, вот он, по которому они купили дом. Сейчас с этого дома их хотят выгнать на улицу через мой труп. Я не допущу этого, чтобы выселили их отсюда. Я так понимаю, что сейчас идут суды. Да. И вот все, вот Лошинская на ее стороне, вся прокуратура. Это нотариус. Нотариус. А нельзя было как-то с ней мирно договориться? Нельзя. Потому что она, говорит, вот запросила у зятя 50 тысяч. А кто вышел с иском в суд? Вы? Я, когда мы все оформили, вот этот дом, я пошла документы делать, все это. А мне говорят, дом вообще не стоит на кадастровом учете-то. Дома-то нету. Одна, говорит, земля, а дома нету. Ну, я говорю, пошла, пригласила с Оренбурга этих кадастровых инженеров. Они приехали, все обмерили, все сделали. Так у вас все-таки исковое требование о чем? Вы хотите, Чтобы признали дом собственности наших детей. Мгм. Понятно. Ну, время спросить Светлану Курганову, откуда у нее документы на дом, и был ли Геннадий, ее бывший супруг, собственником. Светлана, идите к нам. И что ты болтаешь про меня? Это ты Какая я болтаешь. пьянчуга? Это ты не Пьянчуга, знаешь, кто? Ты пьянчуга кто ты. такая? Иди отсюда, Ты в этом алкашка. колхозе ходила? Иди, Нет? алкашка, отсюда. Откуда ты меня знаешь? Все люди про тебя Ты на своих говорят. детей Падлюка, посмотри, алкашка какой- ты. Ты на себя Твои посмотри. дети на учете стоят, не Мне- мои. Стоп, тишина. Светлана, Да. чей это дом? Она не Это знает. был его родители дом. Кого его? Мужа. А документы какие-то были на дом? Вот в том-то и дело, документов никаких не давали, ничего Не было документов. Да. Когда вы стали собственницей? При каких обстоятельствах? Но когда стало дом оформлять, записано было на моего мужа. дом. Свидетельство выдано Курганову Геннадию Николаевичу. Да. Собственность бесплатно. Это кто? свидетельство о праве собственности на землю. Это кто подписал? Давлетов. Давлетов. Это глава, да? Ну, в Да, смысле, да, понятно. администрация на тот Хорошо, момент то есть была. он землю подписал. А где право собственности на дом? Ну, тоже там, наверное. Смотрите, вот это свидетельство на землю, которое выдано 92-м годом. Да. Ваш муж умер в 2007 году. Да. Да. Когда вы оформили землю на себя и на каком основании? Когда вы вступили в наследство? В 15 году. Спустя 8 лет после смерти вашего мужа вы вступили в наследство. Лен, объясни нам, пожалуйста, вот полгода есть для вступления в наследство. Дальше, я понимаю, только через суд. Только верно? через суд в судебном порядке, и то очень сложно доказать. То есть наследник должен доказать, что он не знал,
либо были какие-то веские основания для того, чтобы суд открыл наследственное дело и признал наследником. Вот есть важный момент, мы его сейчас упускаем. У нас два способа вступления в наследство. Два. Первое – это фактическое принятие. Фактическое, без всяких нотариусов. Второе – обращение к нотариусу. Например, если проживала наша госпожа совместно с своим мужем на момент смерти мужа... и Не были проживала. прописаны, вот если они были вместе прописаны, то Верховный суд это приравнивает к фактическому принятию. Вполне возможно, у нас просто документов нет, что пришел человек к нотариусу. Не надо тут из нотариусов тоже делать дураков каких. Что она, сумасшедший это нотариус? Через 7 лет оформлять за 5 копеек какое-то наследство. Нотариус 1 миллион рублей в месяц зарабатывает минимум. Зачем это ей нужно? Значит, возможно, это было фактическое принятие, если они были вместе прописаны. Вы видите, человек не разбирается в этом. Что Да. значит принять, что значит оформить, что вы на нее набросились. Вот это то, что сейчас есть в ЕГРН. На основании чего это возникло там? Свидетельство о праве на наследство, документ нотариально удостоверен. То есть она вступила сразу. Нет. Да как нет, фактически вступила, объясняю вам. Можно фактически вступить. Не ходить к нотариусу, вступить фактически. Доказательство, если ты совместно был прописан. Умер. Она 5 лет не проживала с мужем И бывшим. прописана была, И не зарегистрирована. прописана Зарегистрирована она А была. где вы были прописаны? У своей матери. А вы-то для чего судитесь? Вот скажите, Вы Светлана. что хотите? Вот вы что хотите? Выселить хочешь? Забрать, да, выселить. Мне нужен участок. Детям устроиться. А вот вам по-человечески не жалко Любовь Нет. и Сергея Нет. вместе с ребенком? Вот куда они поедут? Ну, а у меня дети. То есть вам А их у не них жалко? У всех ипотека. Почему я должна им просто так отдавать? Вы просили с Сергея и с его супруги 50 тысяч рублей за то, чтобы отступить от этого дела. Он сам предложил. Хорошо, вы- а вы согласились? Да. На первое время, да, Или вы сейчас передумали? конечно. Почему? Потому что он не денег не дает, а документы просил он у меня. Подождите, Я а если сказала вам ему. сейчас дадут 50 тысяч рублей? Нет, нет. Вот за сколько вы готовы продать? За 500. Губа не треснет? А сколько у вас 9 соток на самом деле стоит? Вот я в Угольном купила землю. 64 тысячи отдала. За сколько сот? За 10 соток. Вы в курсе, что брат вашего покойного мужа, Федор, продал этот дом как собственный? Мгм. Вы знаете об этом? Ну да, без никаких И документов. продал он его Мокрову. Да. Мокров этот дом продал Сергею. Сергей отдал за него 200 тысяч, то есть он добросовестный Еще покупатель. да. Он этот дом привел в порядок. Давайте, кстати, посмотрим, в какой порядок. Да, да. Примерно вот так выглядел дом. Он вообще рухлядь был. Вообще ничего не было. Я его помазал, обштукатурил, крышу поставил новую. Хотел железами, а деньги мне не получилось. 4 окна я вот поставил сам лично ставил. Поставили забор, пробил скважину в дом завел. И стиральную машинку подключили. Раньше жена сажала огород. А потом вот 3 года уже мы не сажаем ничего. Люди пришли и начали голову морочить. И вынуждают нас, то уходили отсюда. Навоз перегнивший лежит. Вот мы хотели раскидать, здесь он спахать и картошку посадить. Я хотел здесь кухню пристроить, баню построить. Здесь вообще все разбито было, вот я не домазал, вот это отопление сделал, потому что печку вся разбомблена была, я ее разобрал. Крыши вообще не было, вообще ее не было. Я ее просто вот это дернул, и все упало. Здесь вообще мыши все прогрызли, я вот это все вымазал. Когда это был развалюха, вообще конкретно развалюха, он вообще никому не нужен был. Мы потратили все деньги на этот дом. Сейчас я вот более-менее привел вид, появились какие-то хозяева. Вот сколько сил, сколько нервов вот мы потратили, все. Куда я с ребенком пойду? Я хочу спокойно жить. Я Просто тоже хочу спокойно жить. Просто дом оформить и Чтобы жить. ребенок у нас спокойно. Никого не трогать, ничего. Если мы суд проиграем, я оставлю, как он был. Надежда, скажите, у вас сейчас какой пакет документов У на меня дом? на дом у меня вот только что кадастр... Техническая документация. Да, Он поставлен на кадастровый учет дом? поставлен. Дальше. Дальше потом Курганова взялась ставить дом на кадастровый учет.
То есть заявителем на дом был кто? Вы? Да, мы были. Мы оформили. Вы это всё. кто? Скажите конкретно. Ну, Дочь? это дочь моя. На дом документа нет. Нету, конечно. То есть у Светланы только на земельный участок. Да ничего у нее нету. И Ну на как земель- нету? Мы, Ну, есть, конечно. мы выписку видим. Вот он, вот Конечно, он. у нее все есть. А вон здание. Здание. Есть здание Посмотрите, да, написано. видите, земельный участок и здание. здание. Да, есть. То есть, значит, на дом тоже есть и тоже на Курганова. Давайте Сергея позовем, спросим, на что он рассчитывал, когда покупал дом без документов. Цвет, я дом у вас покупал. Я вот этот дом у вас покупал. Я у Мокру мне купил. тыкаешь? Почему тыкать? Чё ты А мне что вы тыкаешь? сразу наезжаете на мою тещу? Я у тебя покупал, что ли? Что ты мне тыкаешь? Да Почему я вообще, тебе должен я тебе 50 тысяч бумаги отдать? не Вот ты мне давала, сказал нет. 50 тысяч. За что Ты я мне тебе сам 50 тысяч? предложил. Ты приходи, Какой я тебе болтай. предложил? Я тебе просто сказал, у вас документов нету? Ты сказал, нет у меня документов. Что ты сейчас врешь, вот документ у тебя Ты же есть. сам говорил Я мне. купил Ты у не Мокру болтай. 200 Мне надо тысяч. газ провести, Газ мне надо подвести документы. тебе. Ага. Сергей ничего к ней не подходил и не предлагал никакие 50 тысяч. Подходил он. Бессовестная, бессовестная ты, Подождите, стоп, бессовестная. не волнуйтесь. Так, Сергей, Тебе спокойно, документы так, нужны. спокойно. А вы дом спокойно. без документов купили, Сереж? Да, я без документов, потому А что где мне их не жить было некуда тогда? было. Вообще жить некуда. Ну а вы понимали, что вы, получается, 200 тысяч отдали, а взамен-то ничего Этот не дом получили? шел поколению по колену. Он продавался и попал ко мне, этот дом. А женщина вот захотела вот этот Сергей, домик. а как он продавался? По каким документам? Можно Он найти. вообще документов не было То вообще. есть пришли в сельсовет, Да, передали деньги, да? Да. Подписали, написали вот. расписку, да, все, вот да? эти бумажки. Давайте посмотрим на расписку, потому что она тоже составлена в идеальной форме, конечно. 13 апреля 2017 года. Расписка. Я, Мокров Владимир Александрович, продал домик по улице Калинина Кречину Сергею Александровичу. Деньги получил в размере 200 тысяч рублей. Претензий не имею. Там нет ни номера дома, ни поселка, в котором все это происходит. Просто домик по улице Калинина. Они взяли, оформили. Как они А оформили? соседи есть справа-слева? У нас один сосед погоревший. А там Границу родственники. подписывали. А рядом родственники, вот. Граница подписана. Подписывал. Да, все у них. А кто, как они И, в оформили, общем, я не знаю. дом они оформили еще на сколько? На 50, что ли, или 30, на 50, по-моему, квадратов больше, чем у нас оренбургский кадастровый оформили. Ну, он не заходил так на Подождите, глаз. так что, два кадастровых инженера Да, да, приезжали? вот, оформляли. Сначала ваш. Да, мы оформили, а потом она взялась оформлять. Вы представляете? Но на кадастровый учет вы не поставили, потому что у вас... Через суд надо было. Вот только через суд. Да, а через Светлана, суд. получается, А ей без суда умудрилась, всё, да, ей поставила без на суда. кадастровый учет. Мы, конечно, не могли не попросить корреспондента сходить к ребятам в гости. И мы побывали в гостях. Давайте с вами поделимся впечатлениями. Мы никакие не алкоголики. Я больной человек. Колюсь инсулином, у меня поджелудочный, у меня давление скачет. Я не могу пить. Муж может только по праздникам Сергея выпивать. Мы не пьющие. Мы обычная нормальная семья. Давай сделаем бумажный кораблик. Давай? Давай. Давай, я тебе покажу все. Выдергиваем листочек аккуратненько. Давай его ровно складывать будем. Помогай маме. Помогай, гладь. Максим мне помогал по хозяйству. Он ведро подносит, воду подносит. Ну, помогает матери. Полы там протереть, пыль. Он вообще молодец, он парень. Мы окончили детский садик, выпустились. Сейчас пойдем в школу, в 1 класс. Он болеет, не разговаривает, причем еще плохо. Стараемся его лечим, все, занимаемся. Игрушки у ребенка, вот. Есть диванчик его, где он спит, есть столик, где он что-то делает, занимается. Здесь это у нас вещи. Здесь он целый, большинство одежи ребенка. Я суп готовлю, кашу, постоянно холодильник забит. Ну что, сынок, готово? Да? Да. Пойдем запускать.
Светлана, скажите, пожалуйста, а почему вы пошли с Сергеем отношения выяснять, а не, скажем, с Владимиром Мокровым? Да. Ведь это же он дом продал. А ему продал так, Федор. да. Почему вы с Федором отношения не выясняете? Я и тому говорю, вот тоже Фёдору. Какому тому? А Говорю. Владимиру говорили что-нибудь? Нет. Ну вот сейчас скажете, он приехал, давайте его позовем. Ты что, из меня хочешь отпущение, что ли, сделать? Ты ко мне хоть раз У него приходила? Я к тебе пойду. алкашка, ты всех А почему алкашка, сама Федя посмотри. продал его мне? Ходят куда глянь. А не Почему ты? он продал? У меня Ну, 10 а лет почему был, без 7 лет уже у документов ты Сергея. взял? Почему без документов? А почему ты раньше не могла? А что ты не пришла и не Да. сказал? Он тебе сказал, идите к Мокрову. Так, во-первых, я не знала. То есть за 10 лет, пока вам принадлежал этот дом, она ни разу не приходила Нет, ни разу не приходил. и не претендовала? Нет. А как вы думаете, почему сейчас пришла? Ну, видите, люди больные, глупые. Решили, Ну, то есть к вам просто решили побоялась. денежкой нажиться, Ага. денежку Какие там срубить. деньги? Ну ты 500 Вот просишь, ты вот, 500 да, тысяч. нажился. Это я нарочно сказала. Но ты-то нажился. За 30 купил там, за сколько? Ну, И за 200 продал. инфляция? Инфляция, ага. Значит, получается, что вы тоже воспользовались наивностью этих ребят, так ведь? Я Почему? захотел этот дом. Я понимаю, но он У меня не стоит, жена он не болеет. стоил Я не тогда. навяливал, я не навяливал. Понятно. но он Я тогда никому не навяливал. просто- Понятно. Он сам ко мне пришел, попросил. Да, но Слушайте, вы, получается, но- продали-то воздух, потому что дома-то не было никакого. Как не было? Изначально я его восстановил. Подождите, а Ну, изначально я, правда, вы же... пластиковые окна не ставил, я стеклянный ставил, печку там Я поставил. не про это Да говорю. подождите, а как вы его купили без документов-то? Ну вы-то не наивный человек. Федор пришел сам ко мне, говорит, я слыхал, ты участок ищешь, возьми у меня за 30 тысяч. А вам без документов не страшно Я говорю, а было? документов? Никаких документов, ничего нету. Туда. Мы пошли также в сельсовет, это составили, Ну, все. теперь, посмотрите, выясняется, что документы-то были, и что участок принадлежал Геннадию, а не Федору. Но это не В то. сельсовете мне никто ничего не выдавал. Была глава администрации в то время, Валентина Алексеевна. Вот вы это свидетельство о праве собственности на землю видели, когда ходили в сельсовет? Нет, не Не видел. было его. Когда я ходил, была глава администрации Бесчетная Валентина Алексеевна. Она мне изначально сказала, на этот дом никаких документов нет. Мы можем, просто я могу написать расписку, что вы друг другу передали деньги там, и все. Мясо, приготовленное на гриле, для своих друзей и близких я подаю с кетчупом Махеев. Кетчуп Махеев. Рекомендую. Почему вы не занялись оформлением документов? А тут у меня родилась дочь последняя. Мне дали участок бесплатно 15 соток. В этой же деревне, как за многодетным, нам в этом начали давать участки Так. в 7 году. И мне дали участок. 15 соток, а у них 9 соток было. Мне участок дали, я начал там строиться. Вы мне вот что скажите. Света не производит впечатление человека, который проснулась вдруг утром и думает, господи, у меня аж земля есть, пойду-ка я за нее судиться. Или бороться, или драться. Кто там подзуживает ее-то? Рафаэль, сын ее, ж не старший. Да. Кто еще? То есть это не мамина идея. Да, конечно, не ее. Скажите, пожалуйста, а как к вам относятся в селе-то, Свет? Нормально. Давайте посмотрим на экран. Когда здесь Света жила вот с Геной, какой вот они образ жизни вели? Пили, какой образ они жизнь вели. Мы пили. Пили. Сейчас вот дети, ладно, вот у нее. Они, считай, дети эти выросли сами по себе. Вообще вот эту землянку всегда мазала свекровь ее. Она даже ни разу не прикасалась к этой землянке. Там сын руководит. Сыну надо эту землянку. Увидели, что люди все сделали, а теперь лезут. Почему они вот ее не лезли, когда она развалины были одни? Жила она тут. Бухали они, и хорошо бухали, когда по молодости. И сейчас они вот туда переехали, там вроде сын рядом живет, вроде как-то она немножко степенится. Его тут оставила, он тут и помер, и колхоз его хоронил. Поддерживаю их, чтобы они отстали, на уступку пошли, я не знаю, как-то что-то. Как они хотят вообще и землю. За это им землянка им не нужна, им просто землю, я знаю. Землю продадут и снесут и все.
Я вообще-то ее знаю с детства. Мы учились вместе. Так как она мать 6 детей и тоже инвалид детства, вы сами прекрасно видите ее. У нее были тоже свои проблемы. Почему-то пить ей это не мешает. Но я возле нее не стояла, когда она пьет. Даже когда Гена умер, она оформила потерю кормильца, и Рафаэль ходил к главе администрации и просил, чтобы ей деньги не давали. Получал он и воспитывал девчат Рафаэль, старший сын. Такого не было. Кого не было, ага. Сельсовет. А при чем тут сельсовет? Так, все, тишина. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот у нас создалось впечатление, что дело нечистое. А чего вот в деревне-то говорят? Ну, в деревне, говорят, всех Любу поддерживают Сергеем, конечно. Она не права, во-первых. И все знали, что этот домик покупали Феде. Когда Федя женился на Кате, ну, да. ему мать купила домик. Они жили в нем, в этом домике. Потом Федю посадили. И он всю жизнь потом просидел. Он освободился, жена уехала, он освободился, приехал. Потом... И продал. Ну, вот он отсидел, сколько ему там, 5 лет, например, дали. Он отсидел, приехал. Он 3 или 4 раз сидел. За эти 10 лет, что дом был формально ваш, ну, да не на бумаге, а так. Угу. Она хоть раз претензии предъявила? Нет. И даже они уже лет 5, наверное, прожили. Только тогда она стала бегать и начала оформлять документы. Ну, это мой, да. Когда он забор поставил, стекла, поскольку все, давайте так, все сделки заключались в сельсовете, мы, конечно, не могли не зайти в сельсовет. И какое чудо, Светлана, они тоже не на вашей стороне. Давайте посмотрим. Там очень запутанные и очень сложные дела. Светлана Сансанбаевна, почему она в 2017 году не предъявляла требования к Кречинам? Почему она не предъявляла требования к Мокрову, который владел этим домом 10 лет? Федор продавал, не было вопросов. Вот сейчас уже такая мне информация поступила, что якобы он даже ей отдал часть денег за продажу данного дома. Ну, у них никаких документов, соответственно, нет, кроме вот этой расписки. У них только расписка и запись по хозяйственной книге с 2017 года. Даже тогда, когда в 2017 году они приобрели, нужно было начинать процесс оформления данного жилого объекта. Они почему-то этим не занимаются. Я считаю, что как бы нужно оставаться людьми, и вот эта Светлана, которая сейчас вот заварила вот это все. А тут, получается, люди немного, так скажем, в силу своих ограниченных возможностей, незнания закона, пострадали. Знаете, сейчас будет сюрприз, поскольку мы нашли автора автографа документа о праве собственности на землю, которая была Геннадию выдана. Это Нугуман Гайнулович Давлетов, бывший глава сельсовета этого села Угольное. Давайте его позовем. На мой взгляд, проблема началась тогда, когда Курганов Федор освободился из мест заключения, не стал оформлять свои права на якобы его недвижимость, не стал ждать, а дождался, когда его брат и его сестра умрут, и через 15 лет он, значит, продал дом. Хотя документы были написаны на Геннадия. Вот. Документы вы выписывали, верно? Документы выписывал я. А почему говорят, что родители купили ему дом? Ну, это они говорят. Я так думаю, что дом был материнский, и как бы наследники были. И вот Федор продает, хотя дом был записан на Геннадия. Нугуман Гайнулович, смотрите, а вы когда подписывали вот это свидетельство, а на каком основании это было сделано? На основании того, что на тот момент, то Геннадий проживал в этом доме, это раз. А он сам написал заявление вам? Нет, потому что на тот момент в колхозах и везде никого не было. Пришло распоряжение главы администрации района, чтобы закрепить имущество, закрепить. Вот ваш дом есть частно, но у вас нет бумаги. Я прихожу, говорю, дом ваш, вот как Геннадию, дом ваш? Он говорит, дом мой. Я иду по деревне, я все дома оформляю, это где-то в течение месяца это проходило. Теперь ясно, что эта бумага настоящая, подписывали ее вы, и Геннадий владел землей.
Про дома там ни слова нет? Потому Нет, что- подождите, к этому дому обязательно еще прилагаются еще 2 бумаги. Какие? Одна начинается справка сельского совета, что дом стеклянный, деревянный, саманный, оловянный, крытый там шифером, это на дом там тоже есть. И еще одна справка, которая, что на этот дом ареста, спора и залога Понятно. нет. Но я так понимаю, что те документы не сохранились. Но Те нет, но они как бы прилагаются, они должны быть. вот смотри, теперь вот 2 вопроса у меня есть. Первый, мы здесь выяснили, что Светлана вступила в наследство через нотариуса через 8 лет после смерти мужа, что в принципе невозможно. Ну, я не полностью не знаю, что эти, но я полагаю, что вот в таких случаях, я говорю, один из ваших экспертов как-то сказал здесь, вот не знаю, на этой программе не знаю, что юридическая наука сродни высшей математике. Я экономист с высшим образованием, и поэтому есть одна вещь, которая в экономике, она называется в транспортных задачах, она называется метод потенциалов. На этот дом потенциально вот вводим потенциальных еще хозяев. Те люди, которые первоначально матери Кургановых дом подарили, назовем их фамилией Захаровой. Появляются Захаровы, идут по пути Кургановых-Куразовых и говорят, приводят 2 свидетелей, записи по хозяйственной книге, пропиской, и говорят, а где договор купли-продажи наш? Нету его. Все ваши бумаги – это Филькина грамота. И дом принадлежит им. Да, и дом принадлежит нам. Вот суд что скажет? Суд скажет, эй, Захар, ты слишком долго плавал, мы тебя успели позабыть. И закон об амнистии включит. Если по отношению к Захарову можно эту амнистию включить, почему нельзя включить этот закон по отношению от Курганова? То есть вы на стороне все-таки Любы Да, я на стороне... и Сережи. Да, вот так оно должно остаться. Слушайте, а Федор, он жив? Жив. Он как-то пытался помочь разобраться в этой ситуации, которую, в принципе, заварил он, изначально Нет, он продав вам дом. прячется. Он от нас не спрятался, хотя он коней пасет и приехать не может, но все-таки нам удалось с ним чуть-чуть поговорить. Давайте посмотрим. Мне в 1984 году купили родители этот дом. Полгода я прожил, и тут меня прямо сразу посадили. Начали дома записывать, оформлять. И получилось, как на него выдано свидетельство на брата. И в 2007 он умер. Мокров подошел и говорит, ты будешь продавать? Я говорю, да. И я ее продал ему за 30 тысяч. Документов не было, просто записано, что она сельсовете, что она была как-то. По 1000 я дал детям. От него было 5 детей. Старший сын это Рафаэль. Он там все вертит, хочет, наверное, туда мать переселить, а здесь жить одному. Зачем мне это нужно? Как они сейчас вот все думают, что, если земля, деньги, Деньги все не соберешь. Я бы и не судился бы с ними, потому что судиться, Жена инвалид, ребенок инвалид. Неужели мне нельзя сказать, да ладно, живите и все. Всех с ума сводят деньги. Смотрите, какая история интересная получается. Во-первых, мудрец вырос в тюрьме, да. Во-вторых, если бы он не сидел, и вы пришли бы в дом, а он там был, то земля была бы на него оформлена. Да. Правильно? Если бы родители и сестра не возражали. Второе. Нам же Светлана не сказала, что когда он продал этот дом, он еще ей деньги дал. Давал ей деньги? Детям дал по 1000 рублей на А ты же сказал, что мне... То есть вы знали, что он дом продал и детям деньги дал? Но на тот момент я думала, на него записано. А теперь нет. И главное, мотив-то я детей услышал. Нафиг им эта земля не нужна, ничего они там строить Они не мать хотят Они спихнуть. хотят мать спихнуть туда, и все. Джем Махеев приготовлен из кусочков ягод и фруктов. Он помогает делать мои блюда по-настоящему изысканными. Джем Махеев 100% натуральный. Абсолютно ясно, что семья Сергея находится в социально опасном положении. Отвечает всем критериям. Это семья, в которой есть люди с инвалидностью. Это семья, в которой ребенок живет, мягко говоря, условия, наверное, не самые лучшие.
А когда есть такая семья, то помочь выйти из этого положения должно государство. Я хочу обратиться к министру социального развития Оренбургской области Елены Сладковой, принять все меры к тому, чтобы эта семья действительно могла жить полноценной, нормальной жизнью, вот без таких рисков, без таких угроз. Мы региональным отделением Народного фронта подключимся к этой ситуации и выясним, почему, прежде всего, документы такие подмахиваются. Вот Я так очень вот. хочу, чтобы вы выяснили роль нотариуса в Обязательно. этой сделке. Обязательно, обязательно, Александр. Мне уже самой лично это интересно, под личный контроль этот вопрос возьму. Ни один нотариус в России ради дома в 30 тысяч рублей ничего никогда не выпишет. Мы просто деталей не знаем. Теперь что вы все набросились на Светлану? Это дом ее сегодня, ее. Пока иного не доказано, значит, это дом ее, и она может с ним сделать все, что угодно. Что касается Сергея, ведь и его закон защищает. Следовательно, ему не мог товарищ Мокров дом продать. Почему Светлана должна с Мокровым разбираться? Это ее дом. Кто-то, без всяких прав на то, как мы сейчас выясняем, пока не доказано иного в судах, продает Сергею дом. Значит, товарищ Мокров должен отдать эти 200 тысяч Сергею, потому что он не имел права продавать. Требует свои 30 тысяч у конюха, тоже через суды. Теперь Сергей, который сделал неотделимое улучшение этого дома, в этом мы убедились, окна поставил, крышу, его не надо, как он сейчас хочет, назад весь разломать. Зачем же это делать? Закон же вас защищает. Следовательно, если у вас этот дом отберут, всю эту стоимость неотделимых улучшений вы сможете взыскать со Светланы. Она же получает дом в другом состоянии. Значит, вы можете за окна, за крышу, есть экспертиза, есть там сметный расчет и так далее, взыскать с нее же эти деньги обратно. Если она их не заплатит, тогда этот дом будет реализован, продан, деньги вам отдадут. Вообще закон защищает всех, о чем мы спорим. Спасибо большое редакторам Первого канала за то, что они вытаскивают такие темы наружу. У нас полно деревень, сел, поселков, когда вот так приобретается недвижимость. Всегда четко помните, что должны быть документы, должен быть договор купли-продажи, расписка, дарение. Все это ставится на кадастровый учет, все это регистрируется в Росреестре, и тогда вот не будет таких программ, таких схем. Светлана, посмотрите на меня, пожалуйста. Я думаю, что вы много здесь услышали, но вы женщина и в первую очередь мать, правильно? Да. Давайте как-то мирным путем разрешим это все. Давайте все-таки о чем-то договоримся, и эта семья, вы же понимаете, что им некуда идти, будут жить в этом доме. Действительно, вы понимаете, что сейчас коллега сказал, если они предъявят иск в суд, а мы им поможем, на взыскание с вас неотделимых улучшений, а это будет больше, чем 200 тысяч, у вас придут судебные приставы. Если вы не заплатите дом. из своего кармана 200 тысяч, они арестуют ваш дом, продадут его с торгов и отдадут им эти 200 тысяч. Вы этого хотите? Светлана, подумайте, пожалуйста. Я думаю, что вы женщина тоже думающая. И вы все-таки все проанализируете, и как-то обойдется все это. Сергей, сколько вы потратили на ремонт дома? Я не подсчитывал. Но у вас... Около 1500, больше. Это не считая работы. Там же еще нужно, там же, Надежда, правильно, там же проведен свет, вода, да? Там ничего не было. Там и газ, там и вода. Берите 50 тысяч. Да никто не предлагает. Я предлагаю. Возьмете? А давай я накину 20-ку, мне интересно. А 70 возьмете? Нет. Ну давайте эксперты по червонцу еще накинут, ладно? Это ваш последний шанс. Вы готовы? Давайте. Кто из вас займется этим серьезно, так, чтобы довести до конца? Я возьму себе, Возьмешь, поеду, да? Мы даем деньги, ты оформляешь документ. Да. Согласны? Да? Ну, да, наверное. Прекрасно. Сейчас у нас самый ответственный момент. Мы с вами подписываем договор купли-продажи недвижимого имущества. Светлана, вы согласны? Да. Согласны? Да. Любовь, Сергей, вы согласны? Да. Согласны. Начинаем работать, пойдемте подписывать договор.
Благодаря нашим ведущим, спасибо им Спасибо. большое. Даю вам денежные средства. Тетя Света, давайте будем. любить. Спасибо Александру Гордону и Юлии Барановской, что Спасибо. нам помогли. Строить. Будем Да. потихоньку порядок наводить. Пригласим на новоселье. Обид никаких нет. Главное, все было Да. хорошо. И здоровечек. Все нормально, да. Все будет отлично.